Новое российское наступление. Шольц не хочет делиться оружием и концерт Джареда Лето в Москве. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. В Литве стартовали выборы, перед тем от них отстранили нескольких коммунистов. Почему важен этот процесс именно сейчас? Нова влада Литви може переглянути відносини з Світланою Тихановською. Польша построит базу НАТО с противоракетной обороной. Собираются ли они сбивать российские ракеты над Украиной? Произошла смена концепции с американской обороны, и мы об этом договорились. Трамп снова говорит о Третьей мировой. Почему на этом строят кампанию республиканцы? То, что говорит Трамп, не относится к Украине, не относится к украинским ушам, к ушам кому-либо, как избирателям Соединенных Штатов Америки. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. Российская армия наступает в районе Бердянска. Об этом пишут украинские медиа и российские пропагандисты. Россиянам удалось подойти вплотную к населенному пункту Левадное в Запорожской области. Так же, как и было в мае на Харьковском направлении, разведка предоставила абсолютно все данные, когда, кем и как противник собирается идти, но в итоге все равно каким-то образом опорные пункты утеряны. В Литве стартовал первый тур парламентских выборов под пристальным вниманием медиа. Право голоса имеют около 2,5 миллиона граждан, которые должны выбрать 141 депутата Сейма на 4-летний срок. Голосование проходит до 8 вечера, и участвовать в нем можно только по месту регистрации. Досрочное голосование проводилось с 8 по 10 октября, и проходило оно в больницах, домах социальной опеки, воинских частях и тюрьмах. А 11 и 12 октября голосовали те, кто делает это на дому. В этот день избиратели определят 70 депутатов по партийным спискам, а кандидаты в одномандатных округах, набравшие более 50% голосов, тоже получат свои места в Сейме. Второй тур выборов запланирован на 27 октября, когда большинство округов выберут между двумя победителями первого тура. По опросам Вилморус, литовская социально-демократическая партия значительно опережает Союз Отечества литовских христианских демократов, возглавляемый премьер-министром Ингридой Шимоните. Также стоит отметить, что 20 сентября избирательная комиссия Литвы отстранила от выборов 2 кандидатов, скрывших свое сотрудничество с КГБ. Ранее стало известно также, что в Сейме работают 20 бывших членов КПСС, и только 2 из них раскрыли эту информацию в анкетах. Об этом в том числе мы поговорили с человеком, детально изучающим политику региона долгие годы, Євгенієм Магдой. Насамперед, так, сходяться оглядачі в думці, що стане Вілія Блінкевичуте, нинішня депутатка Європарламенту, колишня міністерка соціальної політики Литви. Вона очолить уряд. І це, в принципі, знову-таки, побутує думка, що відповідає інтересам Гітанаса Науседа. Але Науседа, нагадаю, він навесні цього року він виграв президентські вибори, тобто у другому турі він набрав 74%. Це свідчить просто про те, що в нього не було потужного опонента. Я припускаю, що нова влада Литви може переглянути відносини з Світланою Тихановською. І як би не сталося такої ситуації, що Тихановська та Об'єднаний перехідний кабінет та офіс Тихановської будуть змушені з Литви виїхати. Тому що утримання, це теж, розумієте, да? Скорочення державних витрат і економія є. Достатньо обережне, скажімо так, ставлення литовців до білорусів і прояви так званого літвінізму є. А от в чому користь міжнародна для Литви, розуміння нема. І те, що останнім часом в білоруських демократичних силах такий курс на створення лукашизму в експортному варіанті в виконанні представників білоруських демократичних сил, це для Литви
створює, на мою думку, певні цікаві можливості. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал ключевые требования Владимира Зеленского по усилению помощи Украине, пишет немецкий Бильд. Зеленский попросил разрешения на использование западного оружия для ударов по России и ускорения вступления в НАТО, но Берлин отреагировал без энтузиазма. Кроме того, Шольц не планирует передавать Украине тяжелую технику, включая танки «Леопард-2», несмотря на наличие около 300 таких машин. Объявленная помощь уже была обещана ранее, новых поставок не предвидится. Ситуация осложнилась тем, что президент США Джо Байден отменил встречу, посвященную военной поддержке Украины. Спросили мы об этом политтехнолога, может ли быть такое вообще, или речь идет об определенных партиях или горизонтах планирования. Я думаю, что будет, потому что это и выгодно и промышленности, Rheinmetall компании и много чего другое. Поэтому я не думаю, что там какая-то катастрофа будет, потому что, возможно, из других источников будет бронетехника, если у них нет. Возможно, будет расширено производство сразу с колес. Поэтому тут надо уточнять информацию. Это не похоже на то, что, знаете, какие-то есть сомнения, поставлять, не поставлять технику. Я думаю, что технику будет поставлять. Это вопрос в количестве и много в другом. В Польше собираются открыть базу противоракетной обороны НАТО, и министр иностранных дел Радослав Сикорский выражает надежду, что она будет способна сбивать не только иранские, но и российские ракеты и дроны, направленные в сторону Польши. Об этом Сикорский сообщил в эфире радио Rebellion. Новую базу ПРО запланировали открыть еще после июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Объект строится США для обороны стран Альянса. Редзиково, где, собственно, он и будет построен, находится в 4 километрах от Слупска и более сотни километров от Гданьска в Поморском воеводстве. W najbliższych tygodniach na przykład otworzymy wreszcie bazę tarczy antyrakietowej w Redzikowie. В ближайшие недели мы, наконец, откроем базу противоракетной обороны в Редиково под Слупском. Это база, о которой мы договорились с США. Я об этом договорился, чтобы эти ракеты могли сбивать и российские, которые направляются в Польшу, а не только иранские в США. Произошла смена концепции с американской стороны, и мы об этом договорились. Но это важный вопрос, потому что наши оппоненты указали нам, что мы уничтожили базу, проект, а между тем он уже существует и скоро будет там, его торжественно откроют. И мы участвуем во всех этих планах, в советах, как восстановить способность западной промышленности производить боеприпасы, технику. У меня в Быдгоще создается еще один институт НАТО, и на этот раз это будет институт, анализирующий войну в Украине с целью подготовки, модернизации наших вооруженных сил. В НАТО нас считают образцом. 4,3% ВВП в этом году на оборону, в следующем 4,7% ВВП на оборону. Но будет ли означать запуск этой базы то, что Польша действительно собирается сбивать российские ракеты, которые летят в сторону Польши? Мы поговорили об этом с экспертом Евгением Магдой. Наближаються президентські вибори, а у більшості основних політичних партій ще немає кандидата. І наскільки я бачу ітерації Радослава Сікорського, він вбачає себе одним з кандидатів. І відповідно це достатньо зрозуміло. Але я, даруйте, не вірю в те, що це натівська база, яка підпорядковується, очевидно, командуванню НАТО в Європі, буде збивати ракети чи дрони сама. Це ж не фантастичне кіно, правда? Що там, відповідно, розміщена достатня кількість різноманітних пускових установок, і вони самі по собі щось підхоплюють і хлопають, правда? Я вважаю, що це політичні заяви. У мене немає підстав з огляду на те, як поводить себе офіційна Польща, навіть попри те, що дійсно серйозно збільшено асигнування на оборону, навіть попри те, що існує достатньо серйозний запит в суспільстві польському на створення польської армії.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война может начаться в ближайшие 3-4 месяца. Это заявление он сделал во время митинга в Калифорнии, где также упомянул о войне в Украине. Трамп выразил уверенность, что в случае его победы на предстоящих президентских выборах он сможет урегулировать конфликт в Украине и остановить хаос на Ближнем Востоке. Эти заявления не новые для Трампа. В последние месяцы он неоднократно говорил о возможности Третьей мировой войны. И только он может всех спасти. В июле он утверждал, что конфликты на Ближнем Востоке могут привести к глобальной войне, если он проиграет выборы в 2024 году. Ранее в 2016 году Трамп также заявлял об угрозе Третьей мировой войны, связанной с аннексией Крыма. О том, как Трамп строит политику на войне и почему американские избиратели на это реагируют, мы поговорили с человеком, который сам принимал участие в создании и планировании политических кампаний, с политтехнологом Тарасом Загородним. В США идет предвыборная кампания. То, что говорит Трамп, не относится к Украине, не относится к украинским ушам, к ушам кому-либо, как избирателям Соединенных Штатов Америки. Трамп всегда говорил о том, что там же логика такая, что из-за плохой политики Байдена, который привел к тому, что идет там война на Ближнем Востоке, в Украине, американцы вынуждены тратить больше денег на поддержку там, например, Украины либо Израиля, а это может привести к еще большим плохим последствиям, это к Третьей мировой войне. То есть логика такая: выбирайте меня, я предотвращу Третью мировую войну, то есть я такой красавчик и так далее. То есть как бы тут абсолютно понятный логический ряд, поэтому не надо слушать, что говорит Трамп во время избирательной кампании. Знаете, я думаю, что многие политики много чего говорят во время своей избирательной кампании. Просто проблема в том, что сейчас речь идет о Соединенных Штатах Америки, и все на это обращают внимание. Есть и вопросы к демократам, например, в отношении Украины. Ну, не Трамп же запрещает Байдену дать разрешение бить в глубину Российской Федерации. Это конкретная позиция администрации Байдена и много чего другого. Напомню, выборы президента США пройдут в ноябре, и основными кандидатами на данный момент являются Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от Демократической партии. Пробелорусские сторонники Лукашенко объединяются против пророссийских активистов. Не так давно радикальный пророссийский телеграм-канал «За союзное государство Беларуси и России» был признан экстремистским и внесен в соответствующий список. Это вызвало одобрение среди части сторонников Лукашенко, в то время как другие отреагировали с возмущением. Провластные оппоненты пророссийской активистки Бондаревой почувствовали прям подъем. Пророссийские активисты в Беларуси в этом году сталкиваются действительно с трудностями. В мае прекратил работу телеграм-канал «Западно-русская Атлантида». В марте Эльвира Мирсалимова была осуждена за незаконный пикет с БЧБ флагом, а в августе задержали ее единомышленника Артема Агафонова. Я напомню, что конфликты между пророссийскими и провластными или пролукашенковскими группами в Беларуси обострились на фоне стремления Лукашенко сохранить контроль, лавируя между влиянием России и внутренними силами. Джаред Лето анонсировал концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Он рассказал о таких планах во время выступления в Сербии. Певец планирует поехать в Россию, когда, цитирую, «все эти проблемы закончатся». Конец цитаты. Так он, по всей видимости, называет войну. Вы скучали по нам? Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу. Однажды, когда все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию. Мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Ну а мне остается добавить, что все ваши лайки, комментарии и подписка на канал — все это очень важно для того, чтобы этот канал вместе с вами развивать. И так вы становитесь участником каждого нашего видео. Спасибо вам за это. Ну и на этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.